Это хуже всего, что я когда-либо видел. Хуже всего, что я когда-либо видел. Я живу в этом доме с 1986 года, и к нам никогда вода не подходила. Техас без электричества, наводнение в Вермонте, торнадо в Нью-Йорке, аномальная жара в Европе. Наша планета сейчас переживает самый жаркий год в истории. Новые рекорды побиты по уровням парниковых газов, температуре поверхности, теплу, повышению уровня моря, морскому ледяному покрову Антарктики и отступлению ледников. От этого вся планета ежедневно страдает от климатических катастроф. По меньшей мере, 2 человека погибли в результате бедствия на северо-востоке Вермонта в США. На этой неделе на Соединенные Штаты обрушился ураган Берил. Проливные дожди стали причиной наводнения. Подъем воды поднялся до опасного уровня. Вода была такой силы, что обрушил бетонный мост, который сносил на своем пути жилые дома. Одна из семей едва спаслась, так как их вытащили из окна буквально за мгновение до того, как их дом унесло вниз по течению. По меньшей мере 100 человек пришлось спасать от бурной воды. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 2 человек. На нас сразу обрушился шторм и дождь. Буря началась сразу после дождя. Этот дом упал на людей. Здесь проживало 15 человек. 7 из них погибли. Из-за проливных дождей на востоке Афганистана погибло уже более 40 человек. И еще около 350 получили ранения. Буря разрушила около 400 домов, также обрушив более 60 столбов электропередач. Во многих районах отключена электроэнергия. По данным ООН, подобный дождь в мае унес жизнь более 300 человек и разрушил тысячи домов, преимущественно в северной провинции Баглан. От сильного дождя пострадала и северная провинция Кёнгэ Южной Кореи, включая приграничный город Паджу и части Сеула. Река затопила близлежащие фермы и нанесла просто огромный урон посевам. Из-за сильного ливня также остановился весь общественный транспорт. И вот пока в одних странах проливные дожди, другие страдают от аномальной жары. Хорватия сообщила о самой высокой температуре Адриатического моря за всю историю. Столбик термометра достиг почти 30 градусов. Тысячи туристов ищут любую тень, чтобы укрыться от палящего солнца. Волна жары на Балканах длится уже 2-ю неделю. Ожидается, что температура в ближайшее время достигнет 42 градусов. Что? От жары страдают и животные. В пражский зоопарк в Чехии уже тоннами привозят лед, чтобы помочь животным пережить такую аномально высокую температуру. Особенно страдают пингвины, белые медведи и другие животные, привыкшие к более прохладному климату. Сотрудники зоопарка объявили, что лед будет раздаваться в течение всего лета. Такое ощущение, будто мы в духовке, и на нас направлен фен. Министерство здравоохранения Италии объявило о сильнейшей жаре для 12 городов, поскольку волна горячего воздуха из Африки начала обжигать Южную Европу. Температура поднялась уже на более 40 градусов за Цельсием, а наихудшее еще впереди. Муниципальные власти нескольких южноевропейских и балканских городов призывают людей оставаться дома и избегать физических упражнений на свежем воздухе. Бухарестские уличные термометры в Румынии уже показывают 44 градуса.
Пассажиры с трудом передвигаются в автобусах и трамваях, которые не оборудованы кондиционерами. Асфальт в прямом смысле просто тает под ногами. Сложнее всего, когда вы находитесь на открытых местах, где нет тени, и вы действительно чувствуете жар асфальта, когда он бьет вам прямо в лицо. Тем временем Министерство культуры Греции приказало ограничить допуск туристов к туристическому объекту Акрополь с полудня до 17:00 из-за экстремальной жары. Людей предупреждают избегать перебывания на солнце в самые жаркие часы дня и часто пить воду. Я только что пришел сюда всего 10 минут, но мне уже жарко, очень жарко. Мы стояли на солнце около 10 минут, и даже после этих 10 минут я ощущаю жар. В прошлом месяце в результате сильной жары в Греции погибли по меньшей мере 6 туристов, в том числе известный британский телеведущий Майкл Мосли. По прогнозам экспертов, в течение следующих 7 дней максимальная температура может превысить 44 градуса, что на 10-12 выше среднего значения температуры в период 1991-2020 годов. Gracias.